То есть в данный момент у нас не получается ее откалибровать вообще даже. Пипец. Да, здесь у нас International, там 9200 или 9400, 9400. Здесь у нас стоит коробка ZF Merter Astronic 12-ступенчатый автомат, а также двигатель Caterpillar C12. Здесь проблема с коробкой, машина приехала не своим ходом, ее притащили. Будем сейчас первично смотреть, делать диагностику, смотреть, чтобы ее заставить ехать самостоятельно. Михаил, Да. смотри, включалась нейтралка, включались скоростя, выскакивали потом. Сейчас СМ, короче, сразу загорается, вот, пока ехали. Чек. Ну, наверное, потому что нет воздуха, правильно? Так, сейчас что она пишет? Чек. Просто чек. Типа, проверьте. Что проверьте? Пока не пишет. Запускаем двигатель. Вот, СМ. Отлично. Смотрим. Бедолага. На что ругается? Ошибка СИД-58. О чем она нам говорит? Первое, говорит, проверьте давление на коробку. Должно быть в пределах от 105 до 120 паундов. Короче, говорит, далее проверить систему сцепления, а после проверить два клапана воздушных в ТКО. И если тест не пройдет, то заменить ТКО. То есть 3 варианта развития события по заводской инструкции. Это давление воздуха, но это мы сразу отметаем, потому что по программе я вижу, что оно нормальное. Да, дальше остается 2 варианта. Либо проблема с системой сцепления, либо проблема с соленоидами внутри коробки. Как-то так. С воздушными цилиндрами. Да, там пневмокамеры с датчиками. Да, и к ним шлейф идет. У нас есть человек, который ремонтирует и ПГУшки, и вот эти, короче, камеры. По инструкции нужно проверить 2 соленоида. Они здесь именуются как Y4 и Y5. 4 и Y5 соленоиды тест проходят. Да, ТКУ отметается, проблема с системой сцепления. ПГУ, выжимной, диск, все. Ну, слушай, я менял же. Ну вот. И после этого нашлось. Я не все я поменял, корзину я не поменял. Ага. Я поменял диск сцепления, и поменял выжимной, Угу. и поменял подшипник на маховике. Проехал сколько? Ну, где-то 550 километров. Угу. Все нормально было. В общем, не было проблем. Машина постояла пару недель. Пришел, выехал с ряда и все, и заехал на свет. Да, забавно. Казалось бы, вроде это, ничего такого сверхъестественного. Так, ну я тестирую эти соленоиды. Тест проходит пока все. Короче, то есть она по сути что делает? Она не может включить передачу и говорит, что остается в нейтрале. Вот она в нейтрале. Понятно, из-за чего мы не можем. Да, вот входные обороты коробку сейчас 530, 400, 350, 280, 250, 250, 145. 130, 120, сейчас попробуем снести ошибку. Сейчас еще подумаем, что можно сделать. Вот если в нейтраль ставлю, да, Ага. то тогда на СМ она все равно пытается правильно включиться. Если нейтраль не отжал, она не включается. Ну, сейчас тоже это попробуем. Короче, получается так пока что я вижу. Нету полной остановки корзины, то есть она не успевает полностью остановиться. И когда вот она именно пошла уже на включение передачи, она перед этим же должна остановить вращение корзины. Нету остановки вращения. То есть это должно происходить достаточно быстро. Она выжимает, останавливается и включает передачу. Вот этого момента нету. Надо с этим понять, что происходит. Но ошибка не как обычно. Вот, допустим, у нас были машины с похожей проблемой. И там ошибка именно прямо на сцеплении загоралась. Правый передний датчик скорости не работает на ЛБС. Если что, мало ли, не в курсе. Там То есть она должна сбрасывать обороты и после этого включать передачу. У нас почему-то не происходит сброс оборотов. Он видит вращение, продолжает все вращаться. Вот это пока странно. С ПГУ что мы делали, какие манипуляции? с ПГУ я снимал ПГУ Угу. и брал на разборке там 2 раза мановское. И как? Такие же результаты? До этого одно вот такое же ставил, все то же самое, вообще все. Нейтралка включается также. Угу. А что я пробовал? Пробовал там шток типа удлинить миллиметров на 5. Так. И оно не откалибровалось. А уменьшить? Сейчас надо спросить у Сереги, есть ли шток.
Можно попробовать сейчас с длиной штока поиграться. Надо, короче, ПГУ тогда открутить. И сейчас я спрошу, шток есть у нас. Сейчас я смотрю инструкцию для астроника. Сейчас попробуем отрегулировать шток. Короче, на Ивеко шток идет по умолчанию регулируемый. И там идет вот эта процедура регулировки. Вот так вот. Поэтому сейчас проверим. Сейчас сравним. что тогда, пока не снимать? Не, ПГУ. Замерить? Сначала ПГУ снимаем. Меряем от вилки до торца. Только я не понял, до какого торца? От вилки до торца. До торца, куда прикручивается ПГУ. Болтик, выдвинуть его вручную до конца и померить. Если длина не соответствует, тогда корректируем, да. Ну, у нас штангенциркуль уже в руках. Да, от вилки, ну, надо ПГУ снять-то в любом случае. А ты вытащил шток? Нет еще. Из вилки не вытащил, да? Я еще ПГУ не отправил. Ну, в процессе получается. Но ее надо отодвинуть, наверное, назад. То есть, ну, чтобы она уперлась, да, и померить. Шансы, конечно, есть, я не знаю, сколько сил. Там вообще миллиметры, да? Да, там Это регулировка. написано 33 миллиметра нужно добавить. Ну, к 3 это не сильно. полученному результату. Замерил, нет? Что получил? Грубо говоря, 8,8. 88, то бишь. Вставляем шток, Да, вставляем шток в ПГУ, ПГУ разгерметизируем болтом. чтобы оно выдвинулось. Да, и выдвигаем. Сейчас и так выдвинуто. Лучше, чтобы оно ходило там свободно. Ну, чтобы понять точность размера. И все. Меряем, получаем размер и корректируем его до того размера плюс 33 миллиметра. Но ты 87 намерил это от торца До конца, чтобы. до конца штока. А должно быть 121. Мерить-то надо от торца. Это я имею в виду, что какой длины, ну, по инструкции шток должен быть в нашем случае 121. А у нас 87. То есть не хватает сколько? В результате что я получу? Эпсилон, альфа, бета, гамма, дельта, альфа штрих, дельта, альфа, бета, штрих, дельта, альфа. 34 миллиметра. Окей, меряй еще раз. Я не то меряю. А ты что Я меряешь? меряю чисто вот эту пластиковую. А, не-не-не, надо вылет штока померить. А, картонка улетела? Похитил. Миша следопыт. Замеры надо было мне самому сделать, ну ладно. Наконец поняли, что не то меряем. Но он не то мерил, да. Сейчас замерит то, что нужно, и потом попробуем. Я даже сейчас с арматуры вырежу шток. Слушай, а это прям конкретно по моей модели, что ли? Или что? Ну, вообще, типа, для астроника. Ну, я думаю, что на Ивеко вряд ли сцепление-то отличается. Ну, сама корзина. Я думаю, такая же. Ну, конструкция. Для Ивеко ПГУшка может быть вот эта хуйня длиннее, чем на вот этом ПГУ. Там Ну, чуть-чуть другое ПГУ. короче, пофигу, какая разница? Попытка не пытка. Один хуй она стоит на месте, никуда не едет. Давай штангель. Сейчас я с куска арматуры вырежу. Да, она уже уперлась, да, в эту? Я понимаю, это эксперимент в данном случае. Мы хотим понять вообще, что происходит. Она была. Будет забавно, если заработает. Мне тоже кажется, что она его не отожмет. Ну, попробовать надо, да. Кстати, я вот ПГУшку одну ставил, Ага. брал, но она чуть не откалибровалась. Но она отжимала конкретно всего вообще. У тебя там Вот сейчас так вот. все новое, да, по сути? Ну, я имею в виду диск выжимной. Нет, ну корзина не новая. Ну, на корзине-то, по сути, главное, чтобы лепестки целые были. Да вроде все цело было. Так, ну что, все готовы? Звук такой, как будто пытается, да, откалибровать. Ты сейчас смотрел диагностику, что там было-то? Калибровку ПГУ не прошло. Сейчас 145. Сделаем 135. Уменьшение не помогло. Мы его уменьшили прям сильно. Хочу уменьшить на сантим и посмотреть. Просто выжим появился, то он какой-то нестабильный. Сейчас попробую, ну, по-другому. Илюха, стой! Не надо. Ну, глаза
из металла. Отойди с линии удара. Он как лёса. Попал, все, я больше не работаю. Не, она в нейтрале осталась, не вышла никуда. Она не докалибровалась, короче. Давай, пробуем. Продолжаем. Эксперименты. Длиной штока. Сейчас мы шток относительно заводского уменьшили на 1 сантим. Посмотрим, как будет себя вести ПГУ. Я хочу фонарь вытащить. Чтобы посмотреть, как он Я устроен. смотрю, тут он провода тут, смотри. Ну, нафиг. Это ж китайское все равно. Ну, китайская, да. Но все равно, как на американцев почти сделано. Let's go! Okay, let's go. До этого она что-то там пыталась, сейчас сразу выбрасывает. Да. Калибровку сцепления именно не делает. Так, последний вариант остался это нарастить на сантим и посмотреть, что будет. Она, делает вот это движение, типа у нее там все хорошо, и она зажигает нейтралку. Это типа просто значит, что коробка готова к работе. Вот. Сейчас она даже не готова. Да, она не готова к работе сейчас, вообще, в принципе. Даже не будет пытаться ничего включать, никакую скорость. Снимай, да, я пробую наращивать и... Он говорит, там с ПГУ масло давит. С ПГУ разве должно быть масло? Только воздух. Ну да, вроде масла не должно быть. Так, продолжаем эксперимент. Не калибруется, не хочет. Я же тебе говорю, оно травит воздух. Оно не должно травить воздух. По идее, наверное, да, оно не должно травить воздух. Миш, ну вот ставил такое же ПГУ, понял? Ага. И оно было тугое. И чтобы его поставить, откручиваешь вот этот боковой болт. Ну ты понял. Как Ну, это правильно, да. Да. Это правильно, так должно быть. Короче, оно вставало в нейтралку. Ага. Все то же самое. Дай вторую. Вставало в нейтралку. Ага. И такая же система. Также включаешь. Также 3 секунды. Так, это не тот шток. Длинный был на сантиметр больше. Да, Надо еще его на сантиметр. еще на сантиметр. Посмотрим, что будет. Низкая вероятность успеха, но мы попробуем. Почему он сейчас не Но он вообще не калибруется, да. Мне кажется, потому что ПГУ просто в плачевном состоянии. Ладно, в плачевном. Но почему такое же ПГУ В нормальном состоянии. в нормальном состоянии включала нейтралку без проблем тоже, как и это. Ну что, как там это выглядит? Ну, выжим, у меня сейчас, например, выжим хороший. Ну. Выжим, все, нет. Вот только проверить бы, как она отрубает коробку или не отрубает. Прям меняется, но я веду. То есть все вращается, да? Да. Типа не останавливается, это почему? Но она чуть-чуть останавливается, но не до конца как будто. Поначалу вообще она 400 оборотов как бы потом раз провалилась, по оборотам вниз. Ну, а потом пропищала, выдала ошибку, как бы и все. Серег, у меня на самом деле сейчас там, есть такая штука, которая типа процент показывает, работы с цилиндра сцепления. Оно у меня все время сейчас на нуле стоит. То есть оно должно как бы меняться. Даже когда ходит, Типа да. если она ходит, значит у тебя датчик, Значит, датчик не видит. датчик сейчас. не видит. Там все в масле, значит ПГУ на проверку, на ремонт. Ну да. Потому что сцепление я вижу, он все уходит. Датчик не видит, датчик положения. Подожди, а не может быть там проводы где-нибудь, блок управления от датчика положения? Только теоретически. Но оно же, видишь, там внутри все происходит. Я имею в виду, это ПГУ проверить и все. А блок управления, это внутри там шлейф от разъема до платы идет. Надо снимать ТКУ и смотреть. Я бы снял и ТКУ, и ПГУ, и отдал бы Сане, чтобы он все проверил. Саня, ты куда Каева возил, туда, в гаражах? Да. А потом уже забрать. Готовое, исправное, по крайней мере, проверенное. До этого ошибка изначально, когда мы первый раз тестили, она как бы уходит в итоге в ТКУ. То есть там по списку, типа, первое,
Это воздух. Второе, это сцепление, ну, проблемы со сцеплением, нет выжима, там еще что-то. И третье, это ТКУ, да. И четвертое, блин, сама коробка. Ну, нет, коробки там не было в списке. Но я думаю, что да. Короче, надо снять ПГУ, надо снять желательно ТКУ вместе с роботами и все дело отвезти Сане. По-любому. Серег, ну а механическая часть, ну, или Поступление? пока коробка стоит, не поймешь, да? Ну, на самом деле, там ничего не вижу такого. Выжим там хороший. Единственное, что там может быть, если что-то, ну, неисправно быть, я вижу, что все, лапти, ну, лепестки, все отходит, все шевелится, как положено. Но только рассоединяется коробка или, ну, с двигателем, да, непонятно. Даже пока мы с ними тоже не поймем. Если только у нас не рассыпался, ну, было такого, что, ну, поменьше мотора были, которые демпферные пружины разваливаются и попадают между феррадо и маховиком куда-нибудь, или между сцеплением и корзиной. И получается диск в 2 раза толще и не хватает этого. Но постоянно зацепление как бы. Ну, я представляю, да, такое возможно. Вот такое как бы было. Но опять же, здесь диск типа новый, но не... Типа оно, Ну опять, то, что новый не означает, что он в хорошем качестве. Хрен это факт. Ну, сейчас у нас явно есть проблема с ПГУ. Значит, надо тогда, ну, решать по мере поступления. Сейчас надо ну, как бы сделать так, чтобы у нас калибровалось сцепление, и чтобы я видел данные с датчика с ПГУ, что они меняются. изначально, Изначально менялись. Когда мы первый раз вообще делали, когда оно калибровалось. да, данные менялись. Они перестали меняться вот, ну, начиная с первого штока, наверное. Дальше ни на оригинальном, ни на каком все. Ничего не меняется сейчас. По шее, Миша. Нет. По шее. Чтобы ее прошить, ее надо снять, ну, ТКУ машины. У меня нету тестмана, чтобы шить ее здесь. ТКУ. Да это прикол. У нас просто 4 дня мы ебались с айшифтом. Вдоль и поперек его там весь. 2 раза коробку сняли. И в итоге оказалось дело в прошивке. Так а что он, как он его будет разбирать полностью или что он будет делать? Ну, он его подключает на стенд. На тестмане там можно, ну, более подробно увидеть, как работает вот эта вся система. И понять, ну, что не так. Устранить. Мне не нравится, например, то, что у него ПГУ плавно, потом дискрет. Ну, я понял. Обычно, да, оно просто выжило, Вышло, да, отпустило. и отпустило, да. Нет такого, что оно там рывками какими-то. Причем ни на каких коробках я не видел, чтобы она, ну, делала вообще рывки. Ну я опять же, когда машина запущена, я слышу, как эти клапана отрабатывают. Хлоп, 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 и тут и вот это. Слышу, как клапаночек отрабатывает. Пододвигает его как бы туда дальше. Короче, надо теперь это все снять. Я думаю, что с коробкой вряд ли что-то, ну, с механикой. Потому что она бы как-то себя проявляла, наверное. Какой-то скрежет был бы там. Ну, именно в виду, когда ты ездил эти последние 600 километров. А вот сцепуха, она, ну, не будет себя никак проявлять. Она просто перестала работать, и все. Короче, первый день у нас подошел к концу. Пока результат такой, что у нас проблема с ПГУ, у нас с него масло течет. Какая-то проблема с воздушной системой, климатикой. То есть у нас компрессор гонит масло, оно у нас в ресиверах. Соответственно, оно у нас везде, скорее всего, во всех клапанах. И эта коробка, она не дружит с маслом моторным. То есть там не должно быть никакого масла, должен быть чистый воздух. Соответственно, мы получаем вот эту проблему как следствие попадания масла. Я думаю, что, ну, в итоге все с этим связано. У нас сейчас план такой, то есть у нас есть ремонтник, который занимается именно ремонтом ПГУ и проверкой ТКУ, ну, вообще всех клапанов на этих коробках. ZF Meritor. В понедельник мы ему это все дело отвезем. Он все это проверит и отремонтирует при необходимости, а дальше уже будем ковырять дальше. Ну что, Миша, скажи, что произошло, пожалуйста. В смысле? Ну что... Ну, заменили Да. ПГУ, у нас сохранилась ошибка какая-то. Сейчас посмотрим, что там. Сам робот, ну вот мозги, какой-нибудь сигнал не давать, не додавать на это, что-нибудь может как-то... Я думаю, вряд ли. То есть оно ориентируется по датчику положения на ПГУ. В ПГУ просто клапана воздушные. То есть он все открыл, увидел, что переместилось. Дальше он включает передачу, выжимает сцепление,
ну, есть касание, то есть он видит, как нагрузка меняется на двигателе, и все понимает, что вот точка схвата, ну, расстояние понял, все, записал, и, как говорится, едем дальше. Вот если сам робот, допустим, представим, что там что-то со штоком, ну, да, типа, не довключает передачу, либо, может быть, с механикой что-то, что он ее, там, не знаю, выпробует обратно, ну, то есть... Нет, а вот то, что не калибруется, тоже. Я вот это. Сейчас. Я хочу увидеть, что изменилось. Не хочу делать слишком много выводов. Шток родной, да, сейчас стоит? Калибровка сцепления не прошла. Не проходит калибровку. Но это ошибка чисто. Система сцепления. То есть это оно типа выжило, двигатель остановился, включила передачу, ну, сделала выжим, коснулась, все, откалибровалась. Вот это она не делает. Это обширная ошибка по причине чего? Именно ПГУ или все-таки Либо, самого сцепления? либо ПГУ, либо сцепление, заклинивание там подшипника, либо что-то не то с корзины. Ну, то есть там об этом пишется. Поврежден заклинивший выжимной подшипник, заклинивший актуатор, ну, вилка заклинившая, поврежден диск сцепления. Не конкретно. Ну, там, да, список из этого всего. ПГУ, Но не но не роботы. Да, сейчас вообще с этим не связано. То есть в данный момент у нас не получается ее откалибровать вообще даже. Пипец. А когда оно калибровалось, то у нас было не включение главной передачи. Ну, он не включал вообще ничего. Но в итоге все равно ругался на систему сцепления, либо... Ну, чуть-чуть другая, да. Но она типа тоже связана со сцеплением. Он там один из вариантов писал, да. Да, он типа там... Да, он там пишет по списку. То есть три... Да, воздух, сцепление и третье ТКУ, да, роботы. Вот сейчас, да? Она пытается, Да, какой-то да. шелест начинается, Да. Ну, короче, почему-то при выжиме обороты не падают на первичке. Ну, практически не падают, чуть-чуть. Есть шевеления, но небольшие. О чем говорить? О том, что нет, ну, этого, не отпускает полностью, как будто так выглядит. Ну, линейки я вижу сейчас, она перемещается, ну, как бы, то есть положения меняются, она пытается там калиброваться, но не может. Я не могу! Надо проверить, ну, ПГУшки. да, чтобы все было там идеально четко. И потом, скорее всего, надо будет, наверное, лезть, ну, туда, вовнутрь. Скорее всего, там будет проблема. Мы их как бы много сняли, поставили. Я думаю, это должны понять. Рабочий день Тем окончен. более он сказал, как эта стружка как раз ему в лицо попала. Да. Сереги. Говорит, стружка какая-то сыпется оттуда. В глаза, говорит. Ну, короче, да, чтобы нам исключить полностью всю электрику, ну, я имею в виду сами вот эти блоки, и тогда уже точно лезть туда, в механику. Смотри, у нас 5 машин стоит. Где? 1, 2, 3, 4, 5, ой, 6. А что так много? А Вольво вон так не знает про тебя, что ты здесь. Откуда ты сказал, что она не знает, что я здесь? Все, у нас идет третий день вот с этим интером. Мы им не занимались на выходных, так как нам нужно было проверить ПГУ и роботы. Роботы и ПГУ проверили, там нет никаких проблем. Сейчас проверим колесо, откуда считывает датчик оборота первичного вала. Есть подозрение, что он у нас прокручивается. Если там нет проблем, ну, то будем снимать коробку. В общем, также сегодня у нас на диагностике 3 машины. Начнем сначала с них, и как закончу, вернемся обратно к Интеру. В общем, как-то так. Все, пока. Порядок мозги и привести в порядок форсунки. В первую очередь тогда, ну, раз уж с этого начали, начнем тогда с мозгов, а потом до Виталика дозвонишься, поедешь к нему. И все. И должно вылечиться это все Если дело. там будет задержка, то придется, наверное, ставить мозги сперва. Ну, в любом случае, Да. надо решить оба вопроса. Но, а потом я уж к нему поеду, и он по эти мозги там все настроит. Ну, под американские параметры выставит форсунки. Если что, так можно будет с тобой связаться? Да, можно. Как Ну, вы обещали? финализируем. Короче, здесь
по этой Volvo, по диагностике, значит, мы прошлись. Здесь, как выяснилось в итоге, да, стоит действительно цешный американский двигатель. Так у нас блок стоит от европейского мотора. Форсунки, как оказалось, настроены непонятно как, непонятно какие проливы. То здесь нам нужно сделать две вещи. Значит, первое — это сделать блок американским, чтобы была американская прошивка под цешный двигатель. Второе — отрегулировать нормально форсунки. То есть у нас, соответственно, это все будет сейчас растянуто на несколько дней. Ну, в принципе, мы это все сделаем. Сегодня-завтра блок сделаем по прошивке, и потом он уже там договорится, поедет на форсунки. Ну и, скорее всего, все эти проблемы устранятся сами собой, потому что сейчас настроены форсунки как попало, и компьютер стоит с прошивкой, ну, не от этого мотора получается. Как-то так. Мозги собираю, отдаю. Сейчас еще кое-что посмотрим. Ну, короче, установка их на машину и тесты. Ну и загоняем на яму, снимаем коробку. Просто, да, по схемку. Здесь у нас грузим двигатель, мы переоборудование делаем. Там у нас 12 мотор ставится. И старый мотор Каменс 15 загружаем обратно в кузов ему. Вот он, двигатель. Нам его привезли лежа на боку, а мы вот хотим как-то культурно его поставить стоя. Потому что сбоку его поднимать очень тяжело. Кто к нам едет, пожалуйста, ребят, движки на бок не кладите, стоя надо ставить. Потом не мучиться с их подъемом. Это все равно геморройно. У нас просто стропы, и чтобы поднять сбоку мотор, это прям целая проблема. Часто приходится крючки откручивать, поддоны, а там масло, и, короче, грязно все получается. Поэтому вот мотор лучше вот как вот он должен стоять, так стоя его и привозить. Движок уже на месте. Завтра обвяжем его и, наверное, запустим. В общем и целом, мы сняли коробку. Вот так выглядит место на коленвалу. Наша теория такая. Здесь наращивали первичный вал. Вот он. И он поверхностью торцевой терся об колено. Мы предполагаем, что в этом была проблема. Пусть крутится. Главное, чтобы коленвалы. Просто разговаривали, что Там, видишь, за подлецом. вот это вот все, это, ну, на самом деле очень чревато. Потому что ты когда упираешься первичкой в колено, ты грузишь и первичку, и подшипники в коробке, и полукольца в двигателе. То есть можно потерять, ну, и там проблемы себе накрутить, и здесь у тебя в движке может полукольца сожрать, и хана будет всему. Серьезное дело-то. Ну, короче, надо сейчас сначала этот нюанс убрать, проверить, поставить, все собрать на место, посмотреть, как будет себя вести теперь коробка, калиброваться, не калиброваться, обороты как будет и так далее. Если все ок, то, не знаю, может быть, рекомендую потом поддон скинуть и посмотреть, полукольца проверить. Нет ли там проблем. Потому что они же не рассчитаны на такую нагрузку-то. Там износ, чтобы не было, да и все. Ну, как бы это. Может быть, там ничего не будет критичного, просто залезть, проверить. Так, ладно. Сегодня мы демонтировали коробку, нашли там нюанс. В принципе, сегодня сейчас его попробуем убрать, этот нюанс, поставить коробку и посмотрим, какой результат получится. Сегодня уже 3-й день идет у нас работы. В принципе, можно чай попить. Тут что, Миш? Здесь, ну, здесь, ладно, я могу рассказать историю. Просто вот 30 секунд или 1 минуту маленькую историческую справку. Да. Мы здесь,
когда давно проводили диагностику. Было выявлено, что есть проблема с блоком управления. Там, по-моему, была проблема с 5-вольтовой линией, что-то такое. И был еще один блок, который автомобиль, по-моему, не запускал вообще. Да, по-моему, на этом он вообще, по-моему, не запускался. Не запускал. Да. В общем, спустя, наверное, где-то месяц мы отремонтировали компьютер. Потом где-то еще через 2 недели примерно, точно не помню, приехала машина сюда. Мы установили компьютер, убедились, что все работает. Также попутно восстановили электропроводку на датчик синхронизации. Он и не заводился, потому что не видел ни датчика распредвала, ни датчика коленвала. Короче, мы частично ее починили, да, здесь надо что-нибудь какую-нибудь острую штуку, нет? Михаил, я тебя хотел спросить. Я. Вот сзади к форсункам провода подходят Так. на головке. Ага. Оттуда масло сочится. Угу. Как ты там герметизируешь это? Ну, Провода эти? я, если честно, ни раз там не герметизировал, но вообще либо новую косу поставить, либо, снять, аккуратно все Там обезжирить. резинка стоит или что? Да, там силиконовая такая, резинка есть там, короче. Нам надо обезжирить все, замазать герметиком, дождаться, пока он полностью весь высохнет, нам часов 12, и потом только пользоваться. Потом Да. прикручивать? Ну, Или сразу прикрутить? и можно прикрутить, да, и ждать, чтобы он полностью именно засох. Просто я говорю, там болтик, если откручу, чуть-чуть отодвину, Ага. не выпадет там провода? Нет, они сразу в головку уходят, там нет разъема. Да? То То есть есть, можно выдвинуть. да, они идут прям просто вот через это как отверстие, там такая резиночка, и в нее просунуты провода. Просто если я выдерну от форсунок, тоже выдерну. Ну, аккуратней там, а то сейчас останешься здесь у нас. Так это не сейчас, я домой когда приеду. Ну тогда дома можно. Ладно, всё, спасибо. Всё хорошо. Минут 15-20 зажигание не выключать, кабину не трясти. Как-то так, короче. Сейчас пока пойду посмотрю, что там с коробкой делают. Ну, это все проточено, да, все это есть. Отлично. Какой сейчас этап? Сейчас монтаж коробки. Можно, да? Ну, я тихонечко, аккуратно. Ну-ка. Там надо, толкать, да? Ты ее толкай, и надо подкручивать вот так вот. Подкручивать, да, механически. Да я могу так. Ну он как, хрен, резко. Че, как, идет, нет? Он рывок делает. Ну-ка. Не идет? Еще чуть-чуть. Там резко, поэтому... Ну резко, сейчас, погоди. Ладно. Ну-ка, крути. Вместе с первичкой крутится. Да, да. Попробуй ее приподнять. Да. При этом как бы толкай. Ага. И приподнимай. Стоп. Теперь вниз. Ага. И толкай. О, пошла. Все. Все, есть. Фух. Так, ну, надеюсь, что, как говорится, сегодня завершим это дело. То у нас столько всяких дел незавершенных. Пипец. Мотор это, мозги, все Конечно. эти дела, я туда... Сейчас я замкну ее. Миша, Так, как да. ты тут оказался? Я Ты ж только там был 2 секунды назад в боксе. просто шел сюда и пришел. Алло, да? Короче, первичку, оказывается, там наваривали, она упиралась в коленвал и продолжала вращать, соответственно, вращаться первичный вал, и коробка не проходила калибровку. Так как снова обороты первичного вала не останавливались, не падали на ноль. В общем, сейчас проверим, что изменилось. Посмотрим. Так, запускаем, качаем воздух. Так, ну у нас уже сцепление откалибровалось, то есть это уже хороший знак. Уже загорелась нейтраль. Сейчас посмотрим, что именно изменилось в работе коробки.
относительно того, что было. У нас не останавливался первичный вал. Вот наши датчики оборотов. То есть сейчас обороты первичного вала 0. То есть сейчас сцепление выжато. То есть это уже как бы отличие от того, что было. Раньше такого не было. То есть она вообще не останавливалась. Останавливалась раз от раза. Как бы, ну, из там 20 один раз. То есть сейчас она уже остановилась, откалибровалась. Здесь горит нейтраль. То есть коробка у нас вышла в нейтраль. Параметры с коробки. Коробка сейчас у нас остановилась, первичный вал остановился. Ну, это уже говорит о том, что, скорее всего, уже все будет работать. Сейчас попробуем включить передачи. Так, включим сейчас заднюю. Видим заднюю. Та машина пытается ехать. Передача включилась. У нас загорается СМ, так как есть проблема с АБС, да. Из-за этого загорается СМ. Теперь переходим вперед. Да, то есть все, у нас падает коробка на 0 практически мгновенно. Раньше такого не было. То есть раньше, когда включали передачу, она пытается сбросить обороты, сбрасывала до 400, до 300, но не падала на 0. То есть сейчас, когда мы включаем передачу, все, она выжимает сцепление, обороты падают на 0, и мы готовы ехать. То есть, ну, сейчас, конечно, сделаем еще ходовые испытания, но, скорее всего, все будет хорошо. Так, давай с третьей на вторую, на первую. Так, Третью. Той кнопкой правой. с этой? Да, назад. Не, назад. Кнопку нажать и назад. И включил. Ну, он переключает. Единственное, что этот, ну, я не вижу из-за... Да. Он не выкидывает передачу, он опускает обороты до нуля. Раньше такого не было. Когда я сюда приехал, она так не делала. Потому что она не сбрасывала обороты. То есть она ждет, чтобы, ну, как бы включить передачу. А обороты-то не падают. И все. Вал постоянно крутится. Да. Шить там что, есть что такое? Загорается только на сеть, ну, что ошибки в АБС. Да. Так, ну, в принципе, все, тогда сейчас эту подсобрать и выехать, проверить на ходу. Да. Все, тогда готовить машину к выезду, короче. Все, у тебя готово? Все произошло, неужели, блин? Починили, блин. Отпилили кусок первичного вала. И все. Жесть, да? Так, ну, короче, Интер у нас поехал. Судя по всему, переключается передача, но он хочет, чтобы у него был еще автоматический режим. Без передних колесных датчиков автоматический режим не работает. То есть он сейчас еще вернется. И сразу сходу у нас, ну, посмотрим с датчиками АБС, что там. Там, по-моему, с левым датчиком проблема. Вот. Ну, в принципе, а так все, по Интеру все, завершили. Проблема была в том, что они увеличили длину первичного вала, он упирался в коленчатый вал. И, соответственно, когда был выжим, у нас не останавливалась первичка. Она из-за этого не калибровалась, из-за этого не включала передачи. Ну и не ехала. То есть она сюда приехала не своим ходом, ее притащили, затащили в бокс, не своим ходом. С бокса она уже выехала сама. Все, завершили.